Всем здорово, народ! Сегодня у нас аренки, дуэли против воинов и важное предисловие. В сегодняшних катках в каждой, как минимум один раз я делал полную шляпу. Полную шляпу. Это хорошо, потому что я вам наглядно смогу показать, как делать не нужно. Но самый забавный факт состоит в том, что даже если вы ошибаетесь 2 раза в дуэли против воина, критические ошибки я имею в виду, все равно шансы на победу у вас огромные. И обычно, победа всегда за анхоликом. Смотрим. Ну что ж, полетели. Первая катичка, первая дуэль. Посмотрим, кто против нас. Z. Воин. 37 тысяч КП. Вторая категория. Пацанчик максимально заряженный. Это хорошо. Наконец-то достойный соперник, как говорится. Начало боя. Плюс-минус по стандарту работаем. Мы его дотаем. Он дотает нас, но на кровотечение закидывает всякие дебафы на замедление, на антихил и так далее. Тыкать возмездие, в эту суету мы милишкой не бьем, очевидно, нам это дело не нужно. И здесь я совершаю ошибочку, на самом-то деле, потому что я нажал незыбку зачем-то. Зачем-то я нажал незыблемость льда заранее. Так делать не нужно, просто стоит подождать, пока он нажмет вихрь, и после этого уже нажимать незыбку. Больше смысла в этом особо нет. Но опять же, видите, из-за того, что я призвал Гаргу, он не может нажать вихрь, ведь под этой суетой он просто сдохнет. Он вынужден переходить в дефательную стойку, нажимать глухую оборону и пытаться вот здесь вот выживать. К сожалению, у него это не получается. То есть я как бы по факту ошибся, нажал кнопку слишком заблаговременно, бессмысленно, и даже при этом все равно возможностей для того, чтобы победить воина, хватает. Вообще в целом сетап, ну не сетап, а противостояние анхолик против армс воина должен быть выигран анхоликом, ну, практически всегда, я не знаю. На самом деле, я не вижу раскладов, чтобы воин мог как-то победить, потому что весь его дамаг мы можем перевампирить, перехилить, а выживаемость у воина супер сильно хромает, если нету сейвов. Как только заканчивается глухая оборона, все. Это становится кусок, который можно очень легко и быстро пробить. Да, он может нажать там вот это неистовое восстановление, или как эта штука называется, который ему зарегенит 30% хп, но на этом все. Кстати, вот сейчас супер забавный момент. Я попытался, в мыслях, хотел его уже добить, у него там остается 1000 хп, 500 хп в моменте и так далее. Но, вот про что я и говорю, он нажал глухую оборону и нажал неистовое восстановление. Под этой суетой пробить армс воина невозможно, а я в него все ресурсы потратил. Тоже ошибка, как делать не нужно. Просто пережидаете, пока глухая оборона закончится, и только потом выкидываете все свои кайлы ему в лицо. Это, конечно, забавно, что сегодня у нас будет такой сборник арен, где в каждой я обосрался минимум один раз. Минимум. И все равно была достигнута победа, потому что против воина ты имеешь право, я бы даже сказал, на 2 ошибки. На 2 ошибки ты имеешь право. Все, что нужно сделать по факту, это просто призвать Гаргу, просто ее призвать. И когда он нажимает вихрь, тыкнуть незыбку, чтобы случайно не сдохнуть. Окей, можно еще пэта засейвить, чтобы он не умирал, вот прямо как здесь, как сейчас, видите, да? Обосрался. Ну, обосрался, объективно же. Пэт у меня умер. Гаргу я съел за счет того, что у меня пэта нет, просто чтобы захилиться. Этого делать тоже не нужно было. По факту, проебал гаргулью, проебал питомца, и все равно имею право на жизнь, имею право на существование. Вот прикиньте, бы вы вот так вот играли против паладинов, да вы бы проиграли секунд за 30 сразу же. Против армс воина можно. Против армс воина можно. Все потому, что ему не хватает дамага нас пробить. А мы можем спокойно вампириться через удар смерти, даже когда он нажимает возмездие. Просто кликайте опять же удар смерти, все, воин не дамажит вас. Ну просто не дамажит. Выдерживайте дистанцию, просто издалека закидывайте в него кайлами, оковами, спамьте в общем магией. Если через рывки он к вам подходит, начинаете вампириться через удар смерти, опять же, спокойно от него отбегаете, потому что под замедлением с лужи, с оков он вас догнать не может. Если он проспамил, опять же, подрезать сухожилия, ну да, окей, вы стоите на месте, опять же, просто вампиритесь, ударом смерти он вас не пробивает. Понимаете, в чем суть-то? У воина ресурсы на то, чтобы захилиться, в общем, себя в целом спасти, очень сильно ограничены и лимитны. Да, у него есть сильный сейв, глухая оборона, под которым вы его не пробьете, но как только он заканчивается, у воина начинаются проблемы. Ну, нажмет он неистовое восстановление, треть хп себе зарегенит. А дальше чё? А дальше-то чё? Все, больше у него особо ресурсов на восстановление нету. У вас же захил по факту бесконечный. Вы просто можете удара смерти нажимать 100% времени арены. Поэтому, по факту, исходов других быть не должно. Воины всегда проигрывают. По факту правильный, грамотный геймплей против армс воина максимально прост. Вот, да нельзя просто.
Нажимаете незыбку, когда он нажимает вихрь, заранее этого делать не нужно. Просто призываете Гаргу, и когда он нажимает глухую оборону, не сливаете туда все свои ресурсы, а просто ее пережидаете, и по окончанию действия этого бафа на сейв сносите ему лицо. Если нажимает возмездие, просто бьете магией, либо, опять же, ударом смерти можете чуть-чуть повампириться, потому что захил будет больше, чем дамаг, который он вам нанесет. Все. Подробно дуэль против Армс Воина я разобрал на своем бусте. Вскоре планирую сделать разборы и для других классов. Также имеются гайды, разборы арен и другой полезный контент. Ознакомливайтесь с ним по ссылке в описании и подписывайтесь.